Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня я расскажу вам о том, как правильно очистить домашнюю чачу от всяких сивушных масел, которые очень вредно влияют на здоровье. И если они собираются в организме, то вызывают похмельный синдром, который сродни обычной водке, которая утром давит на голову, болит сердце, тахикардия. Но для того, чтобы наш домашний самогон и чача были чистые и красивые, я расскажу вам следующий способ. Когда наша брашка уже переграла, мы ее перегнали в хорошую чачу, она прозрачная, чистая и красивая, вот по такому образцу. Все-таки в ней еще остается очень много сивушных масел, которые травят наш организм. В принципе, говорят, что это самый чистый и хороший самогон, но все-таки лучше сделать очистку. Я для этих целей делаю следующее мероприятие. Во-первых, первое, что идет из нашего самогонного аппарата, это вот такие отложения. Они сродни ацетону, который очень вредно влияет на наш организм, на желудок и растворяет даже краску. В данном случае я его использую для заливания в бачок омывателя стекла в машине. Очень полезное дело. Зимой не замерзает и хорошо омывает стекло. Следующая чача, которая идет после первака, это нормальная чача, которую можно пить, и она не будет влиять на наш организм очень отрицательно. Поэтому до 45 градусов все остальное берется и складывается в бутыль с крышкой, закрывается в процессе дистилляции, потому что многие спирты испаряются, поэтому будьте внимательны к этому делу. Все, что ниже 45 градусов, мы собираем отдельно, и это уже совсем другая мутная жидкость, которая применяется для следующей перегонки. Для образца я покажу вам ее, как она выглядит. Вот такая мутная жидкость. Пить ее можно, но мы, как настоящие гурманы, не будем травиться этой гадостью, поэтому отлаживаем ее отдельно и используем для следующей перегонки. Если добавить ее в следующий куб перегонный, то она превратится в более концентрированный раствор, и в следующий раз будет приятнее для питья. После того, как у нас переработанная чача составляет 60 градусов, необходимо ее разбавить хорошей водой, очищенной. Но мы все-таки разбавлять ее сразу не будем, а отфильтруем ее хорошим фильтром. Вроде бы этого. Это фильтр наша вода, но существует много всяких фильтров типа барьер и остальных, поэтому это самый лучший способ, с моей точки зрения, для очистки чачи. Желательно, чтобы он свежий был и немного времени пролежал дома. Берется такая часть от графина, который идет в комплекте. Сам стакан можно не брать, это очень полезно и хорошо. Теперь необходимо профильтровать чачу, чтобы она была зеркально чистой и ничем не воняла. Берем чистый бутыль 3-литровый. Сверху устанавливаем часть от графина, который идет в комплекте, и внутрь опускаем картридж для очистки воды. Желательно, чтобы он был свежий и ничем не испорченный. Теперь необходимо взять дистиллят, который получился после первого перегона, и влить небольшое количество для фильтрации. Фильтрация идет медленно, если чистый картридж у нас. Но это очень хорошо очищает его, наш дистиллят, от сивушных масел. И в дальнейшем не так вредно будет влиять на печень, которая очень болезненно реагирует на сивушные масла. Исходный продукт, который получился при перегонке дистиллята, составляет 60 градусов. Это очень много для организма, высушивает его и очень плохо влияет на желудок, поэтому необходимо его разбавить. Для разбавления я использую обычную бутилированную магазинную воду. Желательно, конечно, брать джерельную или родниковую, но у нас таких рядом нет, поэтому единственный способ выхода с этой ситуации — это покупка бутилированной воды. Приступим к разбавлению. Очищенную чачу выливаем в заранее подготовленное ведро.
Желательно брать прозрачное, потому что в прозрачном ведре легче контролировать спиртометром количество спирта. Берется спиртометр, который проградирован до 98 градусов. Исходной температурой является температура 20 градусов. Это идеальная и шаблонная, которая необходима для разбавления. В нашем помещении градусов 22-23, поэтому нужно брать небольшую погрешность при разбавлении чачи. Опускаем ее в чачу и смотрим, что же нам покажет спиртометр. В нашем случае спиртометр показывает 50 градусов. Значит, это говорит о том, что нам необходимо разбавить всего лишь на 5% чачу. Приступим к разбавлению. Некоторые любители домашних крепких алкогольных напитков считают, что нужно вливать спирт в воду. Но я этой зависимости не заметил, и поэтому наливаю очищенную воду в чачу, которая уже готова к разбавлению. Разбавлять нужно маленькими количествами, чтобы не переборщить с водой. Спиртометр показывает 45 градусов. Это говорит о том, что разбавлен напиток правильно. Ну вот, мы закончили очистку чачи. Получился довольно натуральный и ценный продукт. В такой магазине не купишь. Еще раз хочу повторить, что мера преоснова всего, поэтому этот напиток нужно пить иногда, по чуть-чуть и без фанатизма. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как очистить правильно чачу или самогон. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Будьте с нами. Всем пока.